Добрый день, друзья! Позвольте представиться. Татьяна Якель, блогер, публицист. Хочу поделиться впечатлениями о просмотренном фильме в формате аудио. В качестве эпилога скажу. Бывают моменты, разбивающие жизнь как будто надвое. В следующую секунду больше никогда не будет так, как в предыдущую. Пространство, мгновение ока, словно четко делится на до и после. И бывает особенно сложно, когда моменту после предшествует твое собственное решение. Я в некотором роде киноман и хочу поделиться с вами интереснейшей находкой, свеженьким мини-сериалом «Притворство» 2019 года. Это просто прелесть, какая вкусняшка для любителей психологии, тонкой актерской игры и интересных диалогов, где весомо каждое слово. Отмечу, что никто из актеров в этом фильме мне не знаком, или я их просто не помню, но тем интереснее было за ними наблюдать. Любопытно, что сюжет фильма построен на реальных событиях и имеет отношение к известному в психологии или психиатрии как делегированный синдром Мюнхгаузена. Помнится, много-много лет назад мне очень понравился фильм в жанре триллера, в котором заботливая мать ухаживала за своим ребенком, не отходя от него ни днем, ни ночью, ни дома, ни в больнице. И только позже выяснилось, что первопричиной нездоровья ребенка была она сама. Это такая некая изнанка не в меру заботливой и бесконечно контролирующей матери. Матери, которая не мыслит существование самой себя отдельно от других людей, которая всецело зависит от своего ребенка и делает все возможное, чтобы тот зависел от нее, даже ценой самой жизни. В фильме «Притворство» интереснейшие взаимоотношения мамы и дочки раскрыты очень убедительно и захватывающе. От игры актеров просто невозможно оторваться. Предлагаю рассмотреть ситуацию в двух аспектах. Первое – с позиции матери, и второе – с позиции дочери. Рассматривать второстепенных персонажей, пожалуй, не будем. Итак, перед нами героиня-мама по имени Диди, у которой, в свою очередь, были непростые отношения с матерью. Ее мама занимала место обвинительной позиции и любила говорить: иногда единственный выход – пройти сквозь огонь. И спокойненько отправляла дочку проходить этот огонь самостоятельно, в места не столь отдаленные. Все это наложило отпечаток на характер героини мамы. И вроде бы естественное желание заботы о своем ребенке переросло в тотальный контроль, обман и насквозь лживые внутрисемейные отношения между мамой и дочкой и внешние отношения героинь с окружающими людьми. С одной стороны, я понимаю маму, мне близки ее забота, переживания, страхи и даже понятно желание контролировать все и вся. Вскользь отмечу про такие акты подчинения и привязки, как бритье головы дочки наголо и использование зонда для приема пищи. И по-человечески никто и никогда не пожелал бы этой маме такой участи, которая ожидала ее в развязке фильма. Но если в ходе повествования отождествиться с дочкой, то я начинаю чувствовать ее нарастающие сомнения, недоверие, неприятие матери и в результате едва скрываемый жестокий протест. Я чувствую это удушье, которое вызывает мама в душе своей дочки. Как же сформировался характер героини дочки, которую зовут Джипси? В противовес любви к маме она отлично научилась лгать, притворяться, носить маску и найти возможность вести ночную, отдельную от мамы, свою собственную жизнь. И в этой жизни она сама по себе. И уже не маленькая беспомощная девочка с принудительно остриженными волосами, а вполне взрослая девица, которая вовсю интересуется мужчинами в соответствии со своим возрастом и темпераментом. А поскольку, если поиск существует, то вполне закономерно, что цель поиска рано или поздно находится.
И вот, наконец, он, наш третий, прелюбопытный персонаж. Странноватый, впрочем, как и сама Джипси, от природы психически не вполне здоровый Ник Гаджон. Актер мне неизвестен, но сыграл отлично. И этот его расфокусированный взгляд, и детские ужимки, и молниеносные переходы в тревожное состояние. За всем этим так интересно наблюдать. Повезло ли Нику или не очень, но так или иначе, беспомощная и прекрасно владеющая техникой манипуляции Джипси сыграла в его судьбе роковую роль. Данную картину я бы отнесла к жанру психологической драмы с закономерной кульминацией. Герои находятся в непростых ситуациях, варятся в собственном соку и принимают решения на основе собственных ощущений и домыслов. Им сложно и страшно. В заключение пожелаю приятного просмотра фильма и помните, в какой бы сложной ситуации вы ни находились сейчас, исправить можно все, кроме смерти. Пока, до новых встреч!